Я идиот, я дурак, я знаю. Но меня было интересно читать, так? В этом ролике вы увидите захватывающую историю Хантера Томпсона, создателя жанра гонзо-журналистика и автора легендарного романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Историю американского журналиста, который за 67 лет жизни перепробовал все виды наркотиков, а из собственной смерти смог устроить настоящее шоу. Пока идет заставка, обязательно не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Хантер Томпсон родился 18 июля 1937 года в американском Луисвилле, крупнейшем городе штата Кентукки. Его мама Вирджиния работала в библиотеке, а отец Джек, герой Первой мировой войны, был специалистом по государственному страхованию. Хантер был первым ребенком в семье. Рос он вместе с двумя младшими братьями – Дэвисоном и Джеймсом. Уже в детстве мальчик стал хулиганом. Например, в 9 лет он вместе со своими школьными друзьями бросил под колеса школьного автобуса огромный почтовый ящик, чтобы проучить водителя. Вечером к Хантеру нагрянули копы, а друзья испарились, свалив всю вину на последнего. Когда будущему скандальному журналисту исполнилось 14 лет, отец умер. Матери содержать 3 детей в одиночку стало непосильной задачей, и она стала много пить. Учился Хантер в обычной средней школе. Образом его жизни были девушки, спиртные напитки и различные заварушки. Он постоянно попадал в передряги и часто оказывался в полиции. Однако, несмотря на это, учился он неплохо. Больше всего Томпсону нравилась литература. Он писал заметки в школьную газету. Свой выпускной Хантер по своему обыкновению провел за решеткой по обвинению в попытке изнасилования и расправы. Из-за этого его не допустили к экзаменам. Выйдя из тюрьмы, он устроился на работу. Ему доверили вести грузовик, однако Хантер разбил его. Чтобы снова не попасть в тюрьму, Томпсон побежал записываться добровольцем в армию. Так он попал в ряды ВВС. На службе Хантер освоился довольно быстро. Он прошел вечерние курсы во Флоридском университете и вскоре получил место редактора в спортивной газете. Эта должность дала ему возможность путешествовать по стране вместе со спортивными командами, ходить на гражданке и временно забывать об армейской рутине. Во время службы Томпсон впервые попробовал амфетамин. Однажды на глазах у него во время Формулы-1 погиб коллега-журналист. Его сбила гоночная машина. После написания некролога о погибшем Хантер ушел в запой и вскоре понял, что в армии ему больше не место. Он и на службе продолжал оставаться хулиганом, поэтому в 1958 году командир Томпсона рекомендовал ему к досрочному увольнению за плохое влияние на других солдат. После службы Хантер жил в Нью-Йорке и учился в Колумбийском университете по солдатской программе. Там он посещал лекции по написанию небольших рассказов. В течение этого времени он работал в газете «Нью-Йорк Таймс», а по ночам перепечатывал романы Хемингуэя и Фицджеральда, объясняя это тем, что хочет узнать их писательский стиль. В 1959 году Томпсона уволили из газеты за неподчинение. Позже, в том же году, он устроился репортером в другую нью-йоркскую газету, но снова оттуда вылетел. В 1960 году Хантер Томпсон перебрался в Южную Америку. Там он обзавелся связями и стал работать как внештатный сотрудник сразу нескольких изданий. Томпсон путешествовал по странам Карибского бассейна и вернулся обратно в Соединенные Штаты Америки, устроившись там охранником на непродолжительное время. Там он написал 2 книги «Принц Медуза» и «Ромовый дневник». Во втором романе Хантер описал свою жизнь во время работы в Пуэрто-Рико. Впоследствии его работу экранизировали с Джонни Деппом в главной роли. С 1962 по 1963 год Томпсон провел в Бразилии. В Рио он женился на своей давней подруге Сандре Конклин. У пары родился сын, которого они назвали Хуаном Фицджеральдом. Они планировали завести еще 5 детей, но 3 беременности закончились выкидышами. Еще 2 детей умерли во младенчестве. С супругой Томпсон прожил 19 лет, но остался с ней в хороших отношениях до конца своей жизни. Снова вернувшись в Штаты, Хантер поселился в Сан-Франциско и начал общаться с хиппи и писать о них в подпольную газету. В 1966 году он написал книгу о байкерах «Ангелы ада». Для этого он целый год провел в их банде. Все закончилось тем, что байкеры избили Томпсона до полусмерти. Просто так, без особой причины. По словам представителей банды, статья Хантера – это единственная правдивая вещь, когда-либо написанная о них.
Важнейшей особенностью данной повести является непосредственное участие повествователя в описанных событиях. Так, в течение жизни у Томпсона сформировался собственный стиль изложения, который перерос в новый жанр. Гонзо-журналистика – это направление, для которого характерен глубоко субъективный стиль повествования от первого лица. При этом вполне уместно использовать юмор, сарказм, преувеличение, цитаты и ненормативную лексику. В 1967 году Хантер вместе со своей семьей перебрался в горную деревню Вуди-Крик, пригород Аспена, в которой он прожил оставшуюся жизнь. Первое время он снимал жилье, пока в начале 1969 года не получил за «Ангелов ада» солидное денежное вознаграждение. Самые лучшие работы Томпсона публиковались в журнале Rolling Stone. Первой его статьей, которая была в нем напечатана, была «Власть фриков в горах». В ней Хантер описал, как пытался получить должность шерифа, но потерпел неудачу на выборах. Журналист состоял в партии «Власть фриков». В качестве предвыборной программы он предлагал декриминализировать наркотики и снести высокие здания, так как те закрывали вид на горы, а сам город Аспен он хотел переименовать в город жердяев. Интересный момент. Соперник Хантера, действующий шериф, носил стрижку ежик. Томпсон нарочно побрился наголо и стал обращаться к нему: «Мой длинноволосый оппонент». В 1971 году журналист опубликовал в Rolling Stone свою самую известную работу «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». В будущем ее экранизировали дважды. Первый фильм, который вышел в 1980 году, был «Там, где бродит бизон». В нем снялся Билл Мюррей в роли самого Хантера. Второй фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Дикое путешествие в сердце американской мечты» с Джонни Деппом и Бенисио дель Торо в главных ролях вышел в 1998. Это история о том, как два приятеля поехали в Лас-Вегас. Спортивный обозреватель Рауль Дюк едет, чтобы написать о легендарной гонке Минт 400, а затем о полицейской антинаркотической конференции. Его спутника зовут доктор Гонза, и он мексиканский адвокат. На самом деле его имя Оскар Зета Акоста. На протяжении всей поездки герой пытаются найти американскую мечту, постоянно находясь под воздействием различных наркотиков. Актеры тщательно готовились к съемкам этого фильма. Джонни Депп даже жил с Хантером несколько месяцев, чтобы изучить его манеры и привычки. Томпсон лично побрил голову Деппу. В книге «Страх и отвращение предвыборной гонки 72», которая вышла в 1973 году, Хантер освещал предвыборную кампанию Ричарда Никсона, надеясь помешать тому стать президентом. Томпсон его ненавидел и жестко критиковал. В 80-е и 90-е годы Хантер изредка продолжал писать заметки в Rolling Stone. Качество его работ было уже не тем, что раньше. В 1983 году журналист выпустил роман под названием «Проклятие Гавайев», который стал своеобразным продолжением книги «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». В нем он описал свои несколько безумных недель, проведенных на Гавайских островах. Большую часть произведений, которые он опубликовал после 1980 года, вышли в 4 томах под названием «The Gonzo Papers». Этот сборник включает в себя книги «Большая охота на акул», «Поколение свиней», «Песни обреченного» и «Лучше, чем секс». В них попали новые, а также ранее не опубликованные рассказы и очерки. Одна из последних книг Томпсона «Царство страха» вышла в 2003 году. Хантер Томпсон увлекался огнестрельным оружием и взрывчаткой. У него была огромная коллекция дробовиков, винтовок и газового оружия. В 2003 году он женился на своей ассистентке Аните Беймук. Она была его последней женой. 20 февраля 2005 года Хантер Томпсон скончался от огнестрельного ранения в голову. Ему было 67 лет. Писатель разговаривал по телефону со своей супругой, пока возводил курок пистолета. Домашние, которые в это время гостили у него и находились в соседней комнате, приняли выстрел за упавшую книгу. Тело Хантера обнаружил его сын Хуан. Писатель сидел за печатной машинкой, а в центре страницы было написано слово «адвокат». Позже один из друзей Хантера рассказал, что самоубийство было четко продуманным планом. В одном из своих старых интервью Томпсон говорил, что хотел бы устроить посмертную вечеринку для своих друзей с развеиванием собственного праха из пушки. Так и было сделано. Вечеринка состоялась. Все расходы взял на себя Джонни Депп, давний друг Хантера. Пушка была установлена на 45-метровом постаменте, а стреляли сквозь изображение шестипалого кулака Гонза. Кстати, а вы знали, что Хантер Томпсон снимался в экранизации «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»? Вот в этой сцене. Кто узнал писателя? Пишите в комментарии.